Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. Сегодня я предлагаю связать вот такой шарф крючком. Давайте рассмотрим поближе. Вязать его очень просто. Единственное, что, конечно же, потребуется много времени. Шарфик у меня длинный, почти 170 сантиметров в длину. В ширину он у меня получился. Так, давайте померим вместе. 25 сантиметров. Очень уютный шарф, нарядный. Сейчас прикреплю схему узора на экране. Можете с ней ознакомиться, сделать скрин экрана. По коротким срезом провязывается кайма из 6 рядов. Так оформлен край шарфика. Можно сделать в ширину больше раппортов, тогда получится уже как палантин. Но мне больше нравятся поуже шарфики вот такие. Я сделала 5 раппортов в ширину. В длину 27 у меня раппортов получается. Так, ну в этом видео мы с вами все подробно разберем, шаг за шагом. Если вам нравится такой шарфик, поставьте большой пальчик вверх, мне будет очень приятно. Это помогает продвижению канала. Спасибо вам большое, что смотрите мои видео, вяжете вместе со мной. Как мы знаем, сейчас YouTube не монетизирует за просмотры из России, и поэтому хочу выразить отдельную благодарность моим зрителям, которые благодарят меня денежными переводами на карту Сбербанка. Номер карты я оставляю в описании под видео. Ну, по крайней мере, под последними видео я всегда пишу номер карты. Если вы также хотите отблагодарить меня за мои видео мастер-классы, спасибо вам огромное. Мне это очень приятно. Итак, сначала мы с вами разберем сам узор, свяжем шарф до нужной длины, потом встретимся и провяжем вместе кайму. Кайма здесь очень простая, вяжется быстро. Ну, давайте приступим к работе. Вязать шарфик я буду из троицкой пряжи. Называется «Новая Москва». В составе 50% мериносовая шерсть, 50% акрил. Очень приятная, уютная такая пряжа, не колючая. Цвет розово-бежевый. Мне очень понравилась такая расцветка и решила связать такой шарфик. На этикетке здесь рекомендуют спицы 1,5-2,25. Я буду использовать крючок 2 миллиметра. Итак, делаем начальную петлю и набираем цепочку из воздушных петель. Для ее набора я возьму крючок немножко потолще, 2,5 миллиметра, чтобы край был не стянутым и легче было провязывать первый ряд. Основной узор буду вязать крючком 2 миллиметра. Какое количество петель нам нужно набрать в цепочке? Раппорт нашего узора состоит из 22 петель. Если мы вяжем 4 раппорта, набираем 88 минус 5 петель для симметрии, чтобы второй край был симметричный первому. Получается 83 петли, если 4 раппорта. Если 5 раппортов, 22 умножаем на 5, получается 110, минус 5, 105 петель. Это зависит от толщины выбранной нити, от ширины, которую вы хотите связать, от крючка. Если 6 раппортов, также считаем 22 на 6, 132, минус 5, 127. Я попробую провязать сейчас 5 раппортов, набирая 105 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Давайте наберем самостоятельно и встретимся.
Ну вот моя цепочка готова. Вязали ее не туго. Ровненькие петелечки все. Меняю крючок. Беру 2 миллиметра. И вяжем первый ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Это начальный столбик с накидом. Накид. И в 4-ю петлю от крючка провязываем столбик с накидом. Накид. В следующую петелечку столбик с накидом. Две воздушные петли. 1, 2 арка, накид. Пропускаем 2 воздушные и в следующую провязываем кластер из 2 столбиков с накидом. Закрыли накид. Так, сейчас немножечко рассвоилась. Угу. 2 петли на крючке, накид, и в эту же петлю вставляем крючок, провязываем еще один столбик с накидом не до конца. Первый ряд всегда сложно вязать, потому что петельки на цепочке вытягиваются. 3 петли на крючке, закрываем. Далее 2 воздушные, 1, 2, накид, 2 петли пропускаем на цепочке и в следующую воздушную петлю такой же кластер. Первый столбик с накидом не до конца и сюда же в эту петлю второй столбик с накидом не до конца. У нас кластер состоит из 2 столбиков с накидом. У них общее основание и общая вершина. 3 петли закрываем. 2 воздушные, 1, 2, накид, пропускаем 2 петли и в следующую также провязываем кластер из 2 столбиков с накидом. Первый столбик, накид и сюда же второй столбик не до конца, закрываем. Вот 3 кластера и между ними арки из 2 воздушных. Снова 2 воздушные, 1, 2, пропускаем 2 петли и в следующие 3 провязываем по столбику с накидом. Первый столбик, в следующую петлю второй столбик с накидом, и в следующую воздушную петлю также провязываем столбик с накидом. Сейчас поближе покажу, что у нас получается. Надо немножечко приноровиться, еще ниточки пушистые. Вот так. 2 воздушные петли, 1, 2, пропускаем 2 воздушные и в следующую вяжем столбик с накидом. Снова 2 воздушные, пропускаем 2 петли и вяжем в следующие 3 по столбику с накидом. 3 столбика подряд. Первый столбик, в следующую петлю еще один столбик с накидом и в следующую петельку также столбик с накидом. Две воздушные, так, перевяжу, наверное, ниточка рассвоилась, эту арочку из 2 петель переделаю. Пропускаем 2 петли, 1, 2, в следующую вяжем, так, 2 пропускаем,
следующую вяжем такой же кластер из 2 столбиков. Две воздушные, 2 пропускаем, кластер из 2 столбиков. Наш раппорт уже повторяется. Сейчас мы его закончим и будем вязать самостоятельно до конца ряда. Так. Потом легче будет вязать, просто и петелечки у нас воздушные маленькие. Так, 2 воздушные, 1, 2, 2 пропускаем петли и в следующую также 3-й кластер провязываем из 2 столбиков с накидом. Так, что-то я тут не закрыла. Провязали 3 кластера снова. 2 воздушные, 1, 2. И вяжем 3 столбика через 2 петли. 2 пропустили, 3 столбика с накидом. Первый, в следующую петлю второй. Если я вяжу медленно, можете сделать скорость просмотра побыстрее, чтобы не ждать меня долго, как я тут копаюсь. И 3-й столбик с накидом в следующую петлю. 2 воздушные, 2 пропускаем петли, 1 столбик, 2 воздушные, 2 пропускаем и снова вяжем 3 столбика с накидом. Потом идут также 3 кластера. Ну, все, рисунок тут уже прорисовался. Вяжем самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Итак, подошли к концу ряда. Провязали последние 3 столбика с накидом. Первый ряд у нас готов. Вяжем второй ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Разворачиваем. Так. Накид. И в следующие 2 столбика провязываем по столбику с накидом. Первый. Второй. Итого 3 столбика у нас. Первые 3 воздушные петли заменяют нам столбик с накидом. Так, я взяла темный фон, мне кажется, на нем лучше видно, что мы тут с вами вяжем, а то сливается. 2 воздушные петли далее, накид, пропускаем арку и в следующую арку между 2 кластерами провязываем кластер из 2 столбиков с накидом. Первый столбик с накидом не до конца, и сюда же в арку второй столбик с накидом не до конца. 3 петли закрываем. 2 воздушные. В следующую арку также провязываем кластер из 2 столбиков с накидом. Две воздушные, арочка, и следующие 3 столбика, эту арку мы пропускаем, провязываем по столбику с накидом. Так.
нас эти столбики как бы будут наклонены. Рисунок такой волнообразный. Так, и третий столбик. Далее 2 воздушные петли, 1, 2 арка, накид, и в следующий столбик, вот у нас один столбик, в него провязываем 3 столбика. Первый столбик с накидом, сюда же в этот столбик второй столбик с накидом, накид и третий. Провязали 2 воздушные петли, 1, 2, и теперь следующие 3 столбика по столбику с накидом. Далее 2 воздушные, накид, пропускаем арку и в следующую между первым и вторым кластером провязываем кластер из 2 столбиков с накидом. Провязали 2 воздушные, и теперь в следующую арку второй кластер. Закрываем 3 петли, 2 воздушные, в следующие 3 столбика по столбику с накидом. Так, перевяжу этот столбик. Угу. Первый, следующий второй и третий. Далее 2 воздушные петли и в столбик с накидом провязываем прибавочку. Здесь у нас 3 столбика. Все, повторяем по рисунку и встречаемся. Подходим к концу ряда. Нам осталось провязать 3 столбика, 2 я сделала, а 3 я буду провязывать вот в промежуток между 3 воздушными петлями и первым столбиком с накидом, потому что у меня ниточка тоненькая и крючок не очень острый. Но если вам удобно, можно делать столбик с накидом в 3 воздушную петлю подъема, вершину начального столбика с накидом. Но я буду так делать, поэтому краешек у меня вот такой получается. Так, второй ряд у нас готов. Вяжем третий ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Это начальный столбик с накидом. Разворачиваем. И в следующие 2 столбика по столбику с накидом. Продолжаем нашу волну, эту линию волнообразную. Далее 2 воздушные, 1, 2, пропускаем арку и в следующую арочку между 2 кластеров провязываем также кластер из 2 столбиков с накидом. 2 воздушные, в следующие 3 столбика, группа из 3 столбиков у нас, по столбику. Две воздушные, 1, 2, подошли вот к этой прибавочке. Здесь вот у нас 3 столбика. В первый 2 столбика провязываем, первый столбик,
с накидом, и сюда же в этот столбик второй столбик с накидом, в следующий один столбик, и в третий также 2 столбика, прибавочка. Итого у нас получилось 5 столбиков здесь. Две воздушные, 1, 2. И теперь следующие 3 столбика также провязываем по столбику с накидом. Так, пушок цепляется, второй столбик и третий. Две воздушные, пропускаем арку и в следующую также вяжем кластер. Две воздушные, пропускаем арку, в следующие 3 столбика по столбику, с накидом. Две воздушные, и снова делаем прибавку, 1 столбик прибавку, 2, 1, 2. Все, продолжаем вязать по рисунку и встречаемся в конце ряда. Итак, подходим к концу ряда. Я уже провязала последние 2 столбика, и вместо вот крайнего столбика я решила провязывать столбик с 2 накидами, так как я их делаю не в третью воздушную петлю подъема, а под сам столбик начальный. И чтобы край был не стянутый, буду немножко столбик делать повыше. Столбик с 2 накидами, чтобы боковой край не тянул. Так, третий ряд готов. Вот что у нас получается. Прям пряжа такая мягенькая, приятная. Вяжем 4-й ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, разворачиваем, и в следующие 2 столбика провязываем по столбику с накидом. Если вы вяжете слабо, то можно провязывать также в конце столбик с 1 накидом. Я обычно туго вяжу, поэтому решила удлинить немножечко. Так, провязали 3 столбика. Далее у нас идет арочка из 3 воздушных петель. 1, 2, 3. И в вершину кластера провязываем столбик без накида. 3 воздушные, 1, 2, 3. В следующие 3 столбика по столбику с накидом. Провязали. Далее 2 воздушные петли. 1, 2. Переходим к группе из 5 столбиков. В первый столбик столбик с накидом, воздушная петля, арочка. В следующий столбик столбик с накидом, 1 воздушная. Следующий столбик с накидом, 1 воздушная. В 4-й столбик столбик с накидом, 1 воздушная, и в 5-й столбик. Провязали 5 столбиков, и между ними
по одной воздушной петле, 2 воздушные, 1, 2, и в следующие 3 столбика по столбику с накидом, 2 и 3. Провязали. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3, и вершину кластера столбик без накида, 3 воздушные, 1, 2, 3, в следующие 3 столбика по столбику с накидом, 2 воздушные, и в следующие 5 столбиков провязываем по столбику с накидом, и между ними арки из 1 воздушной петли. Все, вяжем по рисунку. Провязали 4 ряд, вяжем 5. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, разворачиваем, и в следующие 2 столбика по столбику с накидом. Это уже из ряда в ряд так. С двух сторон по краям у нас по 3 столбика неизменно. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3, накид, пропускаем 2 арки, и в следующие 3 столбика по столбику с накидом, 1, 2, 3. 2 воздушные, 1, 2, накид, пропускаем арочку из 2 воздушных, и в следующую арку из 1 воздушной петли провязываем кластер из 2 столбиков. 1 столбик не до конца, накид, и сюда же 2 столбик не до конца. Закрываем все петли на крючке, провязали кластер, 2 воздушные. В следующую арку также провязываем кластер. 2 воздушные. В следующую арку кластер из 2 столбиков с накидом. 2 воздушные, и в следующую. Итого 4 кластера у нас в этом ряду, на этом элементе. Так, я говорила 2 воздушные. Правильно, 2 воздушные. Далее 2 воздушные, 1, 2, и в следующие 3 столбика от группы провязываем по столбику с накидом. Провязали. Теперь 3 воздушные петли, арка, 1, 2, 3, и рисунок повторяется. Пропускаем 2 арки, в следующие 3 столбика по столбику с накидом. Здесь уже рисунок проглядывает, уже понятно, что зачем идет. Вяжем и встречаемся в конце ряда. Провязали с вами 5 рядов. Теперь 6-й ряд у нас как бы повторяет наш начальный ряд, но с небольшим смещением.
вот этот столбик одиночный с накидом, он у нас будет провязываться в арочку со сдвигом. Вот. Давайте вместе провяжем этот ряд. Итак, вяжем 6-й ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, начальный столбик с накидом, разворачиваем, накид, и в следующие 2 столбика по столбику с накидом. Две воздушные, 1, 2, накид, и теперь под арку из 3 воздушных провязываем столбик с накидом. 2 воздушные, в следующие 3 столбика по столбику с накидом. Две воздушные, пропускаем арочку и между первым и вторым кластером провязываем кластер из 2 столбиков с накидом. Далее 2 воздушные. В этом ряду у нас на каждом этом элементе по 3 кластера, как и в первом ряду. В следующую арку кластер. 2 воздушные и 3 в следующую арку. Кластер из 2 столбиков с накидом. 2 воздушные, пропускаем арку и в следующие 3 столбика по столбику с накидом. Здесь все арочки из 2 петель. 2 воздушные, накид, в следующую арку столбик с накидом, 2 воздушные и снова 3 столбика подряд. Вот так. Все, рисунок повторяется. Вяжем по рисунку до нужной длины шарфик. Край у нас получается волнистый, он то расширяется, то сужается. Такой интересный получится. Итак, я довязала шарф до нужной длины. Скажем, работа была не быстрой, вязать долго, но я и предупреждала, что времени потребуется много. По длине у меня получился, я еще не делала никакую влажную тепловую обработку. Так, вот давайте померяем. Вот 150 и еще 20, 170 сантиметров в длину. Но еще сейчас с вами свяжем кайму, и размер увеличится. Но он увеличится и за счет того, что мы потом постираем и придадим красивую форму, расправим, он еще растянется, шарфик наш. И по длине я сейчас посчитала, у меня вот таких целых ананасиков получилось 27. 1, 2, 3, 4, 5. Вот все пересчитала, 27. Вот во втором ряду, если считать вот эти ананасики. В каком месте мы закончили вязать? Давайте рассмотрим повнимательнее. Вот у нас последний ряд заканчивается 1, 2, 3, 4, 5 ананасиков и ряд, в котором по 3 кластера. Рассмотрели внимательно. С такого же количества вот кластеров у нас и начало нашего шарфика. Также мы начинали вот по 3 кластера в начале ряда. Здесь один столбик вот посередине, и здесь у нас начиналось также с одного столбика. Вот. Все, чтобы было симметрично, одна сторона другой. Итак,
начинаем вязать кайму, первый ряд. Для этого делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем, и в каждый столбик, в каждую петлю нам нужно провязать по столбику без накида. Итак, в первый столбик, столбик без накида, во второй, в третий. Этот ряд у нас состоит только из столбиков без накида. Вот, 3 столбика провязали в первые 3 столбика с накидом. Далее у нас идет арка из 2 воздушных, в нее провязываем 2 столбика без накида. В следующий кластер, в вершину, столбик без накида, в следующую арку 2 столбика без накида. Теперь в кластер, в вершину, столбик без накида. В следующую арку 2 столбика без накида. В вершину кластера. В следующую арку 2 столбика. И в следующие 3 столбика с накидом по столбику без накида. 1, в следующие 2. И в третий столбик также столбик без накида. Далее арка из 2 воздушных, в нее провязываем 2 столбика без накида. В следующий столбик, он у нас 1, провязываем 1 столбик без накида, в следующую арочку 2 столбика без накида. И повторяем снова в каждый вот из следующих 3 столбиков по 1 столбику. В следующую арку 2 столбика. Симметрично этому краю мы также будем провязывать и кайму на второй стороне, с которой мы начинали наш шарфик, нашу работу. Далее арка из 2 воздушных, в нее 2 столбика, в вершину каждого кластера. Все обвязываем так столбиками без накида и встречаемся. Ну вот, первый ряд готов. В конце провязали последний столбик в 3 воздушную петлю подъема. И также 3 столбика у нас здесь на 3 столбиках. Вяжем второй ряд обвязки каймы. Воздушная петля подъема, разворачиваем. И в каждый столбик, начиная с первого столбика, также провязываем по столбику без накида. 1, следующий 2, такая работа кропотливая, ниточка тоненькая. 3. Все, вяжем в каждый столбик по 1 столбику без накида. Это второй ряд. Итак, закончили вязать и второй ряд. Столбики без накида у нас здесь. Вяжем третий ряд. Воздушная петля подъема, разворачиваем и в первый столбик провязываем столбик без накида. Выполнили начальный столбик без накида. Далее набираем цепочку из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И в следующий вяжем столбик без накида. Снова цепочка из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь пропускаем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И в следующий вяжем столбик без накида. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4,
5, пропускаем 4 столбика, 1, 2, 3, 4 в следующий столбик без накида. Снова 5 воздушных, у нас все арочки из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь пропускаем 5 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5 в следующий столбик без накида. Так вяжем до конца ряда все арки из 5 воздушных и пропускаем 4, 5, 4, 5. Чередуем. Все, вяжем самостоятельно по рисунку и встречаемся. Подходим к концу ряда, провязали последнюю арку из 5 воздушных. Также пропускаем 4 столбика, 1, 2, 3, 4 и в последний вяжем столбик без накида. Третий ряд у нас готов. Вот такие арочки из 5 воздушных. Вяжем четвертый ряд. 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5. 3 петли это столбик с накидом у нас как бы заменяет, и 2 петли еще половинка арочки. Так, развернули. И в первую арку провязываем столбик без накида. Накид. В следующую арку провязываем 9 столбиков с накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, и последний 9 столбик с накидом. Вот 9 столбиков, веер из 9 столбиков с накидом. Столбик без накида в следующую арку. 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в следующую арку. Снова 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5. В следующую арку столбик без накида, накид, и в следующую арку также провязываем 9 столбиков с накидом. Первый, второй. Так вяжем самостоятельно. У нас в одну арку 9 столбиков, столбик без накида. Здесь у нас веерочек, и между веерочками у нас по 2 арочки из 5 воздушных. Веер, арка, арка, веер, арка, арка из 5. Все, вяжем по рисунку и встречаемся. Итак, провязали последний веер из 9 столбиков с накидом. В следующую арку вяжем столбик без накида. И для формирования уголочка делаем 2 воздушные петли, 1, 2, и столбик с накидом в начальный столбик без накида предыдущего ряда. Четвертый ряд у нас готов. У нас каждый веер получается вот над ананасиком. Вяжем 5 ряд. Воздушная петля подъема, разворачиваем и в последний столбик с накидом провязываем столбик без накида. Выполнили начальный столбик без накида. Накид, пропускаем столбик без накида и в следующий столбик с накидом, вот первый на группе из 9, провязываем столбик с накидом. 1 воздушная петля. В следующий столбик,
столбик с накидом, 1 воздушная петля в 3 на группе из 9, столбик с накидом, воздушная петля, 4, воздушная петля, 5, воздушная петля, 6 столбик с накидом, воздушная петля, 7, воздушная петля, 8 столбик с накидом, следующий столбик, воздушная петля и последний 9 столбик. Вот после 9 не делаем воздушную петлю арочку. Вот такой веер из 9 столбиков, между ними арки и из 1 воздушной петли. Далее в следующую арку столбик без накида, 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5 и столбик без накида в следующую арку. И снова вяжем веер из 9 столбиков. В первый столбик, столбик с накидом, 1 воздушная, не забываем провязывать арки из 1 воздушной петли между этими столбиками. И между веерочками у нас теперь 1 арочка из 5 воздушных. Все вяжем самостоятельно и встречаемся. Подходим к концу ряда, провязали последний 9 столбик с накидом, и теперь в арочку из 5 воздушных провязываем столбик без накида. 5 ряд у нас готов. Вяжем последний 6 ряд. Воздушная петля подъема, разворачиваем. По схеме предлагают делать несколько пико на веерочках, но я, наверное, буду делать пико только на макушечке. Но вы смотрите, можете и посерединке вот здесь делать по 3 пико на каждом веере. Итак, столбик без накида в первый столбик с накидом, теперь в арку делаем обвязочку. В следующий столбик, во второй на группе из 9, в арку, в 3 столбик, в арку, в 4, в арку, а над 5 столбиком сделаю пико. 3 воздушные петли. Соединяем вершину последнего столбика без накида с соединительной петлей. Сформировали пико. Столбик пропускаем и в следующую арку столбик без накида. Далее в столбик, в арку, в столбик, в арку, в столбик, в арочку из 1 воздушной петли, в столбик, в последний, в 9, пропускаем столбик без накида и в следующую арку провязываем 2 столбика без накида, обвязываем арочку, пико из 3 воздушных, сделали 3 воздушные, соединяем вершину последнего столбика и еще 2 столбика без накида сюда же в эту арку. Так, пропускаем столбик без накида и в вершину следующего столбика с накидом, он у нас первый на группе из 9, вяжем столбик без накида,
И также по рисунку теперь в арку, в столбик. И на вершинке веера делаем также пико. Вот такая обвязочка. Можно вот и здесь пико сделать. Над каким получается между вторым и третьим столбиком. Ну, я так оставлю. Все, вяжем самостоятельно и встречаемся. Итак, подходим к концу ряда. Провязали последний столбик без накида в 9 столбик и соединяем вершину начального столбика без накида с соединительной петлей. Все, ниточку я отрезаю, сделали закрепку. Сейчас такую же обвязку нам нужно выполнить с другой стороны. Давайте сделаем это самостоятельно. Сейчас прячем хвостики. Так, вот такая красота у нас получается. Все, обвязываем второй край. Нужно постирать в щадящем мыльном растворе наш шарфик и раскладываем сушиться на ровной поверхности и растягиваем вот так аккуратненько все, расправляем каждый элемент, смотрим, чтобы боковая сторона у нас не топорщилась, не сборила, укладываем все ровненько, красиво, аккуратненько. Доводим дома наш шарфик и встречаемся. Ну вот мой шарфик высох. Посмотрите, какой красивый получился у нас с вами шарф. Я думаю, вы не пожалели, что присоединились и связали вместе со мной такое очаровательное изделие. Вязать его, как видите, просто, легко. Ну, единственное, что, конечно же, требуется много времени. Но результат радует. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек и до новых встреч!